Привет, друзья! Вы на канале Argostar Kitchen, и сегодня мы будем готовить блюдо в глиняном горшочке в духовке. Это ароматное блюдо, по консистенции что-то среднее между первым и вторым, скорее похоже на соус. Через пару секунд начинаем. Блюдо будет из курицы и свежих осенних овощей. Ингредиентов не очень много. 2 луковицы, парочка сладких перцев и чеснока пару долек. Из специй у меня копченая паприка. Для придания небольшой кислинки я использую молотый сумах. Для остроты свежемолотую смесь перцев и, конечно же, соль по вкусу. Количество ингредиентов, как обычно, в бегущей строке и в описании под роликом. Курицу лучше взять домашнюю, но у меня сегодня под рукой филе куриной грудки. С филе дело обстоит гораздо быстрее. Его нужно просто тщательно промыть под краном. Лук нужно очистить, помыть и нарезать кольцами. Толщину нарезки выбирайте любую. То же самое нужно сделать со сладким перцем. Из него нужно вырезать и вытащить внутренности вместе с семенами, а сам перец порезать тоже колечками, хотя можно и соломкой. Для разнообразия я взял красный и зеленый перцы. Филе режу порционными кусочками, только не очень мелко. На этом подготовка заканчивается и начинается укладка всех ингредиентов в горшочек. На дно кладу хороший слой луковых колец и сладкого перца. Поверх один слой мяса. Теперь нужно эти слои сдобрить приправами. Сначала соль, затем копченая паприка. Она не только усилит вкус свежего перца, но и даст приятный аромат копчености и усилит цвет мяса и бульона. Следующая специя – молотый сумах. Так как у нас почти все основные ингредиенты сладкие, то сумах я добавляю для придания небольшого кислого привкуса. Теперь повторяю все в той же последовательности и укладываю еще один слой овощей и мяса. Добавляю специи на второй слой и поверх кладу пару лавровых листов. Как вы заметили, друзья, на этом этапе я никакого масла не добавляю. Ни растительного, ни сливочного. Масло будет позже. Сейчас осталось добавить воды так, чтобы она лишь слегка покрыла все ингредиенты. Много воды не нужно, потому что перец и лук, а их много в этом блюде, выделят свои соки и компенсируют выпаривающуюся при варке воду. Отправляю горшок в духовку, уже включенную в режиме верх и низ при температуре 160 градусов. При этой небольшой для мясного блюда температуре курица и овощи будут тушиться целых 3 часа. А за 15 минут до отключения варки я добавлю в блюдо столовую ложку растительного масла, у меня это мое любимое кунжутное масло, и столовую ложку сливочного масла. Я бы не добавлял никакого масла, если бы у меня была настоящая домашняя курица, у которой не вырезаны жирные места. Куриного жира хватило бы сполна для придания вкуса и аромата этому блюду. Но, увы, у меня филе. 3 часа истекли, достаю горшок из духовки и подаю блюдо к столу. Этот соус отлично сочетается с солеными и свежими овощами и свежей зеленью, если вы ее любите. Рекомендую к нему еще и поджарить кусочки батона на сухой сковороде. Друзья, готовьте вместе со мной, готовьте как я, готовьте лучше меня. И помните, приготовленное своими руками всегда надежнее. Приятного аппетита, с меня вкусные рецепты, а с вас подписка, лайки и хорошо бы комментарии. Они помогают сделать канал лучше. До новых встреч!